Подобных установок уже изготовлена не одна. Основная философия всех этих установок – это очистить нашу землю-матушку от мусора и, кроме того, что просто очистить, еще использовать полученные продукты от гниющего, зловонного, ужасного мусора, получить полезные продукты и электроэнергию, и горючие, жидкие и прочее. Вот запустили силовский двигатель, тоже на газе собственного производства. Силовский двигатель дает последнему генератор, который дает электрический ток. Номинальной мощностью 60 киловатт. Работает на газе, на газогенератор, на электролизном газе. Фактически на мусоре горит. Работает двигатель. Из мусора получаем газ. Работает дополнительно горелка работает для отопительной системы. Притом рационально использовать эти энергии. Ну, здесь вот изображена установка, которая запущена в работу в Северном Казахстане. А это газогенераторные пиролизные печи, где вырабатывают посредством пиролиза, газогенерация вырабатывает газы в этом помещении. Газ отдельно вырабатывается по газопроводу через улицу, подается в то помещение, где расположен зиловский двигатель, который вырабатывает при работе на газогенераторном газе вырабатывает электрическую энергию. Вот. И котел подсоединен, отопление, работающий на газе. Мощность ее 400 киловатт. Естественно, мощность установок не ограничена, можно их сооружать и мегаваттные, и десятки мегаватт, в зависимости от потребности, хотя потребность она существует и в огромных объемах, но на данный момент вот показываю, демонстрирую эту установку. Получаем мы здесь, приводим в обращение двигатель 100 киловатт, второй двигатель 55 киловатт. Получаем, значит, жидкие и горючие вещества, которые также можно использовать, заправлять транспорт и ездить. Параллельно может работать вот этот один двигатель 100 киловаттный, вырабатывающий электроэнергию, двигатель пресса 55 киловаттный, плюс котел, плюс сам генератор, который работает на мусоре, на отходах, продуцирует тепло и еще и перерабатывает также параллельно полимеры в жидкие и горючие. Сколько топлива необходимо на сутки? Это зависит от расхода. Это расчет производится в зависимости от расхода, в зависимости от нагрузки, которая. То есть смысл такой, что просто так на ветер ни одна калория не вылетает. То есть вырабатывается столько энергии и расходуется столько топлива, чтобы обеспечить с коэффициентом полезного действия 90, 92, 95, можно в некоторых случаях достичь, использование этой энергии. То есть мы берем мусор, твердые бытовые отходы, мы берем опавшую листву, мы берем что угодно, да, что он валяется под ногами, что парит на этих свалках, которые горят, взрываются и прочее, прочее, загружаем и получаем полезные вещи столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Но его необходимо предварительно перерабатывать, то есть уплотнять, брикетировать. Уплотняется и брикетируется, тоже предусмотрено в этой установке. Здесь вот этот вот, о котором я сказал, мотор 55 киловаттный, он как раз приводит в действие пресс-экструдер, который и брикетирует. Соответственно, частично энергию электростанции, которая приводится в движение 100 киловаттным двигателем, можно использовать и для вспомогательных механизмов,
с электроприводом. И там дробилки, сушилки и прочее. Ну, естественно, значит, обеспечивать 60-100 киловатт, я думаю, это довольно-таки приличная цифра там, в объеме, скажем, предприятий небольших, да, даже, даже среднего масштаба. Хотя, я еще раз говорю, неограниченная, как говорится, мощность не ограничивается какими-то там размерными или другими характеристиками. То есть можно изготавливать. А какую площадь отапливаете этот котел? В данном случае мы смотрели на видео подключение к газовому котлу, который сжигает газ полученный. Какую площадь помещения он отапливает? Ну, значит, как я уже сказал, что параллельно 100 киловатт крутится двигатель, который, кстати говоря, он не охлаждается радиатором автомобильным, он включен тоже в систему отопления. И вот 100 киловатт, если мы двигатель вращаем, то тепла он вырабатывает еще 300 киловатт. Ну, 200 так точно он вырабатывает. То есть, значит, самый высокий КПД двигателя внутреннего сгорания общий, значит, 35%. Значит, 65% тепла вылетает, а мы здесь его задействуем для отопления. Соответственно, значит, тот котел, он вспомогательный. Вот мы здесь 180 киловатт, это вот для наших широт, допустим, Украины, это до 1000 квадратных метров отапливать площадь можно. Только используя, говорится, тепло от двигателя, одного 100 киловаттного. Но у нас еще есть 55 киловаттный двигатель, в котором тоже точно столько же тепла остается, 65%. Плюс еще, я же говорю, мы получаем живой огонек в газовом котле, который порядка 50 киловатт, там, то есть 500 там, квадратных метров, плюс еще к тем 1000, которые здесь вот с этой одной установкой можно получить. Вы говорили, что там еще получается жидкая фракция. Для чего можно ее использовать и сколько ее? Да, жидкая фракция, то есть параллельно получению вот этих вот полезных эффектов в виде энергии и прочего, да, это все параллельно происходит. В отдельной реторте происходит пиролиз пластмассы. После пиролиза ректификация этих полученных, говорится, паров в колонии, разделение происходит на 11 фракций. Этими краниками, которые я показал, мы как бы берем анализ на соответствующую фракцию пиролизной жидкости. Может быть определенного октанового числа. Вот. Ну, допустим, бензин марки там 95-й, там 93-й, 80-й. Если он нам не устраивает, мы можем его перепустить на дополнительный пиролиз. Пожалуйста, пробуем, не нравится, перепустили. Все происходит путем испарения. И наверху у нас находится ректификационная колонка, как на нефтеперерабатывающем заводе. Он строго расфракционирует на соответствующие фракции. Частота фракций тоже регулируется, естественно, повторной перегонкой. Все это, говорится, в полуавтоматическом можно режиме организовать. Вот. Ну, в данном случае здесь нагрузка на оператора. Он переключает, значит, клапана, то есть, либо если анализ произведенный подтверждает, что уже рабочая, нормальная, готовая фракция, значит она идет в емкость. Если нет, она на повторную перегонку до тех пор, пока она не будет достаточного качества. А какие фракции? Фракции и пропаны, и бутаны, этаны, и предельные, непредельные углеводороды, ароматические углеводороды. Там. Все продукты пиролиза, значит, температура пиролиза тоже регулируется. Можно в ту или иную, то есть можно в сторону смещать газовых фракций, чтобы больше газово было, если нам необходимо газ больше получать. Либо в сторону жидких, если нам надо горючее получать. То есть горючее не требует дополнительной переработки, его можно сразу заливать в бак. Ну, после переработки, после этой колонны уже можно заливать. Можно заливать и работать устойчиво.
То есть 100 киловаттный двигатель вращает генератор, это я так понимаю. Да, электрогенератор. Электрогенератор. Стандартный трехфазный генератор. Какой мощности? Ну, в данном случае 60 киловатт вот, конкретно установка. Ну, естественно, ну, это так, чтобы соблюсти, как говорится, паритет мощность двигателя и запас мощности, чтобы был. Естественно, значит, можно и большей мощности от этого двигателя, привод использовать от этого двигателя для генератора больше. До 80-90 киловатт. Ну, то есть тут просто как бы конкретный заказчик, вот он выразил такую потребность в 60 киловаттах электроэнергии, стабильное получение этого энергии. Поэтому остановились на таком. Естественно, значит, можно в ту или иную сторону. То есть вы свои разработки стандартные, в общем-то, адаптируете уже к потребностям того или иного потребителя. Да. Естественно, значит, вплоть до того, что привода у нас есть от двигателя внутреннего сгорания, мы можем какие-то мощные насосы, помпы для полива, допустим, полей, да, вот, капельное орошение, что угодно. То есть берется растительные отходы того же самого хозяйства, никуда никто не выходит и не берет ничего извне. Они перерабатываются в этой установке, и получается на выходе, значит, привод насосов, то ли установки фрегаты эти для орошения, да, там больших площадей, соответственно, можно и мощные. Притом при всем, что базовая, допустим, газогенерирующая установка может в каком-то определенном месте находиться стационарно, а газопровод и все это перемещаться. И использоваться рационально, без лишних потерь энергии, без лишних затрат дополнительных. Всех потенциальных потребителей интересует все-таки цены. Какова цена, допустим, на какую цену необходимо ориентироваться, чтобы... Понятно. Ну вот на данный момент комплекс. От 100 до 200 условных единиц. Не в гривнах, не в какой-то другой валюте, потому что сейчас курсы такие вот изменчивые и плавающие, что на данный момент относительно нашей валюты стабильные. За киловатт мощности установки. Соответственно, мощность в данном случае берется общая мощность всей установки с электростанциями, там, со всеми потребляющими устройствами. Вот эта сумма. То есть в нее входит и газогенераторная установка, и электростанция, если это у нас электростанция, либо это насосная станция, либо это включая этот пресс-брикетировщик и включая, соответственно, там теплообменные устройства для генеративного использования вот этих вот двигателей внутреннего сгорания, чтобы обеспечивать отопление либо охлаждение, потому как в случае сбрасывания тепла тех же двигателей на абсорбционные холодильные установки мы будем получать промышленный холод, минус 25 градусов, то есть для глубокой заморозки, и, соответственно, можно, естественно, применять их для таких целей. В принципе, эта установка может охлаждать. Может Не только нагревать, но и не только охлаждать, но и нагревать. То есть это уже как бы обвязка, периферия, та, которая вот, используется как потребитель первичный. Но суть заключается в том, что мы берем мусор, его перерабатываем, и можем и получать и холод, и тепло, и моторы крутить, соответственно, и электричество вырабатывать, и воду поднимать, и что угодно. То есть, собственно говоря, получается, отходы у нас из мусора превращаются в ресурс, В ресурс. который можно использовать. Нам не надо скважины никакие рыть, там, долбить, землю километровую, не надо бедных шахтеров мучить, загонять на километровую глубину, чтобы уголь добывать. Вот оно тут на поверхности все лежит. Мы берем и используем, и все. В крайнем случае мы полигоны эти перерабатываем, обрабатываем и идем по пути скандинавских стран, в которых уже мусоропереработка находится на уровне, на государственном уровне.
А это у нас ресивер, где собирается газ. Вот, под воздействием компрессии 6 атмосфер. Дозволенная компрессия. Пожалуйста, пройдите сюда. Отстойник. Вот. Если попадает посредством движения газа, попадает какие-то пиролизная жидкость, то она вот выливается через отстойник в соответствующую посуду. Вот ресивер для сбора газа под давлением. Вот подается отсюда тоже, трубопровод подается. Так, а вот у нас ректификационная колонка высотой более чем 7 метров, через которую разделяется на фракции пиролизная жидкость. Вот после каждого узла ректификационной колонки идет соответствующая труба, вот синим покрашена, вот соответствующая фракция пиролизная жидкость разделяется после охлаждения. То есть это мини-нефтеперерабатывающий завод. Скажите, а государство каким-то образом помогает или участвует в подобного рода проектах? Ну, что здесь у нас на родине Украине, что там, где в Казахстане, декларируется, декларативная помощь оказывается. На данный момент реальной помощи никто не оказал.